В первую очередь, конечно, история Америки переполнена расизмом. И некоторые люди страдают сейчас от расизма в прошлом, потому что, возможно, вы не унаследовали достаточно богатств, если ваши родители жили во времена Джима Кроу. Это очевидно. Но это не исправить большим расизмом. Несправедливостью не решить проблему несправедливости. Забирать у кого-то имущество не исправит факт того, что у тебя забрали имущество твоих предков. Мы не можем изменить начало своей жизни, но мы можем изменить будущее. Оказывается, если ты не хочешь быть перманентно бедным в Штатах, все, что тебе нужно делать, это 3 вещи. Согласно Бруклинскому институту, 3 вещи. Они очень простые. Жениться до детей, закончить школу и устроиться на работу. Все. Но все это привилегия белых. Вся эта диспропорция – результат привилегий белых. Это не может означать, что черные совершают больше преступлений, или что крэк опаснее кокаина с точки зрения простоты распространения, или что большинство заключенных в тюрьме черные, потому что больше черных совершают преступления, которые и приводят к заключению. Это все привилегия белых. Когда черные устраивают бунт в Балтиморе, где черные – это большая часть населения, это большая часть полицейских, с черным комиссаром, с большинством черных в городском совете, с черным мэром, черным президентом, черным министром юстиции – это все привилегии белых. Суть в том, что из-за привилегий белых людям становится неудобно говорить на тему социальных привилегий, которыми не обладают. Что ж, как я всегда говорю, если ты хочешь привести случаи расизма, которые мы можем идентифицировать и с которыми мы можем бороться, тогда хорошо. Это то, с чем я более чем готов стоять рядом с тобой и бороться, потому что, очевидно, это плохо. Но когда ты просто говоришь, что привилегии существуют где-то как дух, и что, основываясь на твоем месте рождения, цвете кожи, ты получаешь преимущество, то в реальности, что вы говорите людям, это твое мнение менее важно, потому что ты не чувствуешь того, что чувствую я. Это аргумент политики идентичности. Это не рациональный аргумент, который можно хоть как-то использовать. Это больше лесть, чем попытка открыть дискуссию. И знаете, если мы говорим о группах, которые имеют диспропорциональное преимущество с точки зрения американской мечты и о том, как для них построена система, тогда нам нужно говорить не о белых, а о азиатах. Нам нужно беспокоиться о азиатской привилегии, потому что азиаты сейчас являются субгруппой с самым высоким достатком. Они зарабатывают больше белых, и оказывается, что они поступают в лучшие университеты в более высокой пропорции, чем белые. Когда я поступал, то можно было получить 600 пунктов SAT. 600 — это максимум. Принстонский университет провел исследование компании соцподтверждения и обнаружил, что в лучших университетах черным давали бонус в 230 пунктов, а у азиатов отнимали 50 пунктов. Что они, конечно же, заслуживают, потому что, ну реально, признайте, азиатская привилегия в стране существовала с самого ее основания. Ее основателями были богатые азиаты, которые приехали и написали Конституцию в свою пользу. Что объясняет, почему Конституция написана на корейском? Мой вопрос следующий. Я даю речь перед аудиторией на одном из своих курсов. Речь о привилегии белых и почему это миф. И когда я поднял эту тему, то у всех в классе просто снесло крышу. Типа, ты не белый, ты не можешь об этом говорить. Как вообще реагировать на это? Во-первых, чекните свою привилегию. Почему я не могу об этом говорить из-за того, что я белый? Вы что, расисты? Является ли мой аргумент худшим из-за цвета моей кожи? Спорьте с моим аргументом, а не цветом моей кожи. Это немного дискриминирующее, что тебе не дают слова, основываясь на цвете твоей кожи. Аргумент либо хороший, либо плохой. Как насчет того, что я приведу черного друга и дам ему прочитать текст своей речи? Это улучшит аргумент? Хорошо, спасибо. В том видео, где ты развеиваешь привилегию белых, ты говоришь о том, что это придуманный термин привилегированными меньшинствами. Поэтому бы хотела, чтобы ты осветил привилегии, которыми обладают группы меньшинств. Хорошо, привилегии в законе. Поэтому если я говорю о привилегиях, то я говорю о легальных аспектах. Программа социального подтверждения – это привилегия. Субстандартные ипотеки, которые были созданы для членов общества меньшинств без достаточной квалификации платежеспособности. Вот уже несколько примеров привилегий. Также привилегией является то, что полицейским говорят не трогать определенные территории, потому что они не понимают проблемы общества меньшинств. Это привилегия. Кстати, эти привилегии не помогают, они не приносят пользу. Но в общем, это привилегия. Очень сложно не увидеть привилегию в том, что когда ты получаешь худший балл по SAT, чем азиат, у которого при тех же обстоятельствах отнимает 50 пунктов, в то время как тебе добавляют 230, из-за чего поступаешь ты, это по определению привилегия. Так что, вот. Ты не согласна?
Да, но я уйду, чтобы не забирать время. Уровень нищеты среди черных семей с 2 родителями в Америке составляет 7%. Уровень нищеты среди белых семей с 1 родителем составляет 22%. Что по привилегии? Почему белая мать не богаче черной семьи? Что ж, потому что один родитель беднее 2 родителей. Мы не можем изменить то, где мы начинаем свою жизнь. Тебе это не подвластно, мне это не подвластно, никому это не подвластно. Но идея белой привилегии гласит о том, что ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не преодолеешь то, с чем ты начинаешь свою жизнь. Потому что существует эта белая привилегия, которая поглотит тебя, даже если ты будешь делать правильные решения. Это ложь.